Привет, ребята, с вами Анжи, и сегодня я хотела бы снять для вас видео, поделиться рекомендациями, с чего же начать, как добавлять ретинол в свой домашний ежедневный уход за кожей. Ведь с большой силой приходит и большая ответственность. Итак, ретинол – это обобщающий термин. Ретинол входит в большую семью витамина А. Витамин А включает в себя ретиноевую кислоту, которую ты можешь получить по рецепту в виде третинаина. Он существует уже много десятилетий, и в 80-х годах люди в белых халатах обнаружили, что он обладает омолаживающим действием. Он был фактически протестирован на заключенных, что является большой историей для видео другого дня. Исследователи лечили на коже этих людей прыщи, и также при исследовании выяснилось, что ВАУ это также помогает при розации, пигментации и имеет омолаживающее действие. Витамин А или ретиноевая кислота в первую очередь вырабатывается нашим организмом естественным путем. Например, он вырабатывается в сетчатке глаза и является супермощным. Это то, что называется биодоступный. Био – жизнь и доступный до клеток. Если ты возьмешь чистый продукт ретинаин, он сильный, он мощный, он может очень сильно раздражать кожу, шелушить ее. Третинаин действительно был разработан в первом поколении. Это самая биодоступная форма, что означает, что организм может взять ее и сразу использовать на клеточном уровне. А если ты берешь ретинол из аптеки, ему нужно дважды окислиться в коже, чтобы превратиться в сильно действующее вещество для твоей кожи, которая бы смогла тогда его сразу принять. Так что я предлагаю переворачивать и изучать ингредиенты и сделать сегодня заметки вместе со мной. Третинаин – мощный ингредиент и чаще всего сопровождается ретинизацией. У 50% людей, которые по назначению врача пробуют ретинаин, возникают такие проблемы, как сильное шелушение, покраснение, понижение кожного барьера, раздражение кожи. Но есть способы справиться с этим, сделать процесс более комфортным. Нужно начинать использовать один раз в неделю или даже один раз в 2 недели, в зависимости от того, что говорит твой лечащий врач. Постепенно вводить его в ежедневный уход. Кожа начинает привыкать. Либо другой способ – это смешать его вместе с кремом. Еще другой способ – сначала нанести крем и полностью дать ему впитаться. Если во втором случае, когда мы вместе с кремом его смешиваем, мы его таким способом разбавляем и делаем не таким ядерным и концентрированным, не таким мощным. Адеполен – это немного другое. Адеполен относится к ретиноидам третьего поколения. По сути, эта молекула является двоюродным братом третинаина. Конечно, адеполен более щадящий. И несколько лет назад он стал безрецептурным. Я понимаю, звучит сложно, но по факту люди в белых халатах просто поигрались с фармакологией и структурой ретиноевой кислоты, чтобы увидеть, как она может доставляться в кожу по-разному и воздействовать на разные рецепторы. Но адеполен был, конечно, не так много лет в распоряжении науки, так как третинаин. Адеполен действительно многообещающий, омолаживающий ингредиент. Есть клинические испытания, которые показывают улучшение при актинических кератозах. Это те самые клетки, которые повреждены от солнца. Адеполен приятный тем, что твоей коже не нужно никак его трансформировать, чтобы активировать его. Он находится в активном состоянии, что он и делает, собственно говоря. Он связывается с рецепторами ретиноевой кислоты в коже. Адеполен ты можешь купить в виде геля диферин. Есть несколько разных марок, но ингредиент в них один и тот же, просто разные марки. Также я получила вопрос в Инстаграм, какое же средство хорошее для осветления. Так вот, адеполен действительно научно обоснованное средство, которое помогает от пигментных пятен и не только, а также от морщин. Если ты хочешь использовать адеполен на верхнюю часть груди или шею, то тебе нужно принять во внимание тот факт, что эти области имеют меньше сальных желез. И поэтому адеполен на этих областях может быть слишком раздражающий. И в этом ролике я расскажу другие ингредиенты, которые больше подойдут для этих областей. Следующий ретинальдегид – это форма витамина А, который по своей мощности превышает обычный ретинол в 10 раз, но действует намного мягче. Почему? Потому что, в отличие от ретиноевой кислоты, ретинальдегид окисляется в коже. Это делают клетки кераноциты, и они должны быть в определенной стадии. Поэтому, собственно говоря, не все клетки кожи будут сразу же преобразовывать ретинальдегид, как только ты его нанесешь, но это и обеспечивает более медленную и контролируемую доставку витамина А. Ретинальдегид уменьшает морщины, повышает выработку коллагена и устраняет пигментацию. Так как кожа воспринимает его медленнее, то, соответственно, вызывает меньше раздражения на коже. Один из лучших кремов на косметологическом рынке – Ewen Retinal. Этот крем содержит не только ретинальдегид, который медленно высвобождается,
поэтому он меньше раздражает. Также этот крем действительно хорошо воздействует на область около глаз, где бывают гусиные морщинки, как мы их называем, либо область рта, либо область шеи. Советую наносить раз в неделю, а когда кожа привыкнет, то можно наносить 2 раза в неделю на ночь. Следующий ретинол. И тут надо быть очень осторожной с выбором средств с ретинолом. Поэтому я советую выбирать крупные бренды, которые прошли исследования и получили одобрение. Например, такие как L'Oréal, Johnson & Johnson. Следующее средство – CeraVe. Этот продукт очень круто работает со следами постакне. Дело в том, что в этом продукте содержится помимо ретинола еще ниацинамид и экстракт корня солодки. Это 2 ингредиента, которые обладают противовоспалительным действием и уменьшает пигментацию в сочетании с ретинолом. Особенно после курса Акутана бывает достаточно стойкая эритема, и как раз таки это средство может помочь. Есть люди с розацией и чувствительной кожей, и это неправда, что таким людям нельзя принимать ретинол. Многие хорошо справляются с местным применением витамина А. Это всего лишь вопрос с преодолением ретинизации. Давай же сделаем итог. Шаг 1. Это осознание того, что процентное содержание ретинола не так важно, как форма его и другие ингредиенты. Если по рецепту от дерматолога ты получишь чистую ретинолевую кислоту, то, скорее всего, будет рекомендация наносить точечно, либо 1 раз в неделю, чтобы кожа привыкла. А если ты используешь ретинол без рецепта, то ты можешь его наносить на всю кожу. Впитывание происходит намного медленнее, и это большой плюс, так как кожа привыкает. И не будет такого сильного раздражения и эффекта ящерицы, как это было бы с рецептурным продуктом. Именно поэтому некоторые средства выписываются только по рецепту врача, потому что это интенсивное лекарство, и нужно знать, как их применять. В то время как некоторые другие безрецептурные продукты легче, и их проще применять и начать вводить в свой ежедневный уход. Шаг 2 – это наращивание, увеличение количества нанесения раз. В зависимости от средства можно наносить не на все лицо в начале, а наносить, например, точечно. Либо же смешать со своим увлажняющим кремом, конечно, в зависимости от того, что говорит твой дерматолог. А потом в дальнейшем, когда кожа привыкнет, ты можешь выйти на ежедневное использование. Например, у меня есть мой любимый Dainky List ретинол серум. Сейчас я его тестирую. Вот у меня заканчивается 1 баночка уже. И я купила уже 2-ю. Это моя любовь. Это действительно то, что мне нравится. И скоро будет уже обзор на этот продукт. Шаг 3. Примерно происходит через 2 недели, когда твоя кожа привыкает, и ты можешь использовать ретинол до 2 раз в неделю. Опять же, в зависимости от того, что говорит твой дерматолог. Одна из крутых фишек ретинола – ты можешь использовать его и утром, и вечером. Существует такое ошибочное, не совсем верное, скажем так, мнение, что ретинол делает твою кожу светочувствительной. Но это не так. Однако из-за того, как он воздействует на кожу, что он буквально способствует обновлению кожи, она может истончиться от солнечных лучей. А на секундочку, солнечные лучи действительно вызывают рак кожи. Поэтому SPF нужно наносить. Профилактика же всегда проще лечения. Шаг 4 и самый важный – не сдавайся. И если ты не используешь продукт, он и не сработает. Ты знаешь, что наша кожа обновляется, создает новые клетки в нижних слоях кожи и проталкивает их вверх. Кожа проходит такой процесс, который называется шелушение. А у многих людей нет такой хорошей привычки и приверженности действия. Это значит, что они не придерживаются того, что им говорят. Они начинают пользоваться продуктом в течение 2 или 3 дней. Они видят небольшую сухость, шелушение. И они думают, что продукты им не подходят и отказываются от него. Но твоя кожа обновляется в течение 28 дней. И тебе нужно использовать средства от 3 недель до 1 месяца, чтобы увидеть результат в своей коже. В конце концов, ретиноиды могут привести к снижению акне, постакне. Они могут создать сияющую и богатую коллагеном кожу. Но большинство людей, которые сдаются из-за сухости и шелушений на начальном этапе, никогда этого не узнают. Ретинол для думающих людей, интеллектуалов. У меня есть видео на тему SPF, которое ты можешь посмотреть. А вот там стоит мой кофе, который ждет меня, потому что он сегодня мне нужен. В целом считай, что это пища для ума. Научные сведения и мое мнение здесь для того, чтобы ты им поделилась. Ну или не делись, если я тебе не нравлюсь. Это нормально. Знай, что ты мне нравишься. Я хочу, ребята, чтобы вы пили больше воды и использовали SPF-крем, потому что это рекомендовано дерматологами для нашей красоты изнутри и снаружи. С умом подходи к ингредиентам, переворачивай и изучай. Что также означает анализ вещей, которые мы покупаем. И анализируй людей, за которыми ты следишь. Давай увидимся в следующем ролике. Пока!